Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на вопросы, есть все инструменты для того, чтобы вы могли улучшить в своей жизни то, что вы хотите улучшить, ну а также практики, настрои, ритуалы и медитации для исполнения желаний, достижения целей, ну и, соответственно, изменения своего внутреннего состояния. Ключевая фраза – это чего вы хотите, что вы хотите изменить. Потому что только то, чего вы хотите, и, скорее всего, если вы будете на этом концентрироваться, и будет происходить в вашей жизни. Сегодня прогноз на февраль, прогноз на месяц, как я и делаю каждый месяц. И сейчас стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Помните про акцендент. Акцендент влияет, положение планет, конечно же, влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, влияет на ваше настроение, мысли и по причинно-следственной цепочке влияет на то, что с вами происходит. Поэтому для полной картины, полного спектра советов смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Именно по этой причине я и делаю расклады именно по знакам зодиака. Те, кто со мной с начала канала, знают, что раньше я делала по стихиям только, а сейчас именно по знакам зодиака, чтобы вам было легче. Для карты на исполнение желаний я буду использовать послание стихии Ларисы Ренар. Это и карта на исполнение желаний. Прекрасная карта выскочила. Радость ждет кого-то из вас. Оно не только дает ответ «да», «нет», а также дает еще дополнительные советы и что же сделать для того, чтобы желание исполнилось и цель была достигнута. Ну что, сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, высших сил, Господа, космоса, ну, то, во что вы верите. Кстати, это все одно и то же, но именно то определение, в которое вы верите, на вас и работает. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Начинаем с Тельцов сначала. Ну что могу сказать? Мои дорогие Тельцы, не туда вы смотрите, где находится решение вашей проблемы, вашей задачи. Карта говорит о том, что в течение месяца февраля вам придется именно убрать эмоции и анализировать ситуации, просматривать ситуации с разных сторон для того, чтобы находить выход из сложных ситуаций. А таковые, могу сказать, что в феврале будут присутствовать. Единственное, что не единственное, то, что я могу посоветовать для того, чтобы избежать этих нелегких ситуаций, я не люблю говорить даже сложных, нелегких, потому что частицу «не» наше подсознание не воспринимаем, и мы можем облегчить все, что с нами происходит, именно нашим лексиконом. Так вот, вы можете обойти нелегкие ситуации. Ну, первое, вот вы уже слышали, именно тем, какие слова вы используете, а еще, если вы будете относиться ко всему легче. Даже предполагая и говоря себе,
получится хорошо, не получится еще лучше. Чем легче вы будете подходить к ситуациям, к событиям, к людям, тем легче вы будете находить выход из ситуаций, решение каких-то задач и решать спорные вопросы с людьми. Выбор ваш. Обойти это можно, но тут действительно нужен ваш подход, ваши усилия или действия. Лучше уж действия, чем усилия. Но хотя я знаю, почему еще у меня идет слово «усилия», по той простой причине, что нам иногда для того, чтобы что-то изменить, надо изменить свои мысли. А изменить свои мысли часто можно только усилием воли и контроля. Вот как-то так. Девы, смотрим. Ну что, мои дорогие девы, самое страшное уже позади. Самый тяжелый период уже закончился. Единственное, что вы продолжаете прокручивать почему-то у себя в голове самые негативные сценарии того, что произошло. Тем самым вы зацикливаете себя на вот этом состоянии потери, на вот этом состоянии раздражения, обиды, злобы. Вы все время крутитесь, варитесь в этом котле. Котел очень горячий. Выйдите из этого котла, перестаньте крутить в голове прошлые негативные сценарии, и вы сможете избавиться вот от этого чувства усталости, потери, от раздражения, от обид. Поэтому тут именно ваш выход, мои дорогие девы. В следующем месяце ваш выход. Кстати, я еще это все говорю для того, чтобы, ведь пребывая, простите, у меня вылетело из головы слово, я его искала. Пребывая вот в таком состоянии обиды, состояние злости, состояние раздражения, вы все это зацикливаете на себе. Ведь вся тяжесть этого лежит именно внутри вас. И только вы можете избавиться от этой тяжести, поменяв свое отношение к ситуациям, к людям, к жизни, именно к тем событиям, которые и вызвали это состояние. Потому что вот это состояние, от него его можно обойти, и от него точно можно избавиться. Но это вот так же, как я сказала тельцам, это усилия, это контроль. И это именно подход к людям и к ситуациям легче. Легче. Обидел вас кто-то? Ну и ладно. Значит, человеку со мной не по пути. Благодарю за опыт, прощаю и вперед из песней, образно говоря, простите, что ведь, смотрите, люди, которые действительно любят вас, действительно уважают вас, действительно дружат с вами, я вам хочу сказать, у вас даже не возникнет желания на них обидеться, если они вам что-то скажут. По той простой причине, даже если они что-то скажут неприятное, они это скажут на благо вам. Открыть вам глаза, показать вам истинную картину и дадут вам сделать свой выбор. Никогда они вас не обидят и не обидятся на вас. А даже если на какой-то короткий срок и произойдет размолвка, настоящие друзья и люди, которые действительно любят вас, придут и скажут, что забыли, все, проехали, бывает, мы все люди, у нас у всех свои эмоции. И вот тут вам еще один совет, важно различать.
кто действительно, а кто нет. Подумайте об этом. Вы можете избежать и того, что я здесь вижу, и этого состояния потери. Ну что, козероги, смотрим. А вот вам, козероги, предстоит месяц праздника. У вас будут происходить события и ситуации, в которых вы будете радоваться, которые будут вас радовать. Я не вижу здесь каких-то великих результатов, это всего лишь тройка кубков, но могу сказать точно, что вы будете видеть и очень часто в феврале причины для того, чтобы радоваться и праздновать. А у некоторых из вас, скорее всего, уже есть эти причины, эти даты, и вы будете праздновать. И я хочу сказать, что вот февраль для козерогов будет довольно-таки легким месяцем, если вы, конечно, сами не будете усложнять. Но по карте, по совет карты, что принимайте жизнь легче, и тогда она будет давать вам более легкие задачи. Ну что, совет для стихии Земля, общий совет. Откройте себя позитивным переменам, откройте себя позитивным новостям. Не ищите в каждой ситуации подвох и негатив. Наоборот, в каждой ситуации можно найти именно позитив. Действуйте, особенно в важных для вас вопросах, действуйте с как можно меньшими эмоциями. Знаете, говорят, надо подходить с холодной головой. Вот так тут и говорит эта карта. И могу сказать, что ждут вас действительно хорошие и приятные новости в феврале. Главное, примите их правильно. И опять я повторюсь, не ищите ни в чем подвоха. Ну а теперь загадывайте желание. Помните, формулировка. Но я хочу сказать, что эта колода и показывает, если формулировка неправильная тоже. Поэтому, лучше, конечно, сформулировать правильно желание, но и действительно желание должно касаться только вас и быть экологичным на благо вам и без вреда всему сущему. Так говорит, кстати, так гласит формула золотого сечения, которая, кстати, у меня есть на канале, как загадывать желание при помощи формулы золотого сечения. Можете посмотреть и увидеть, как легко можно сформулировать, записать, а потом записать на диктофон и просто прослушивать в течение 2-3 месяцев без ожидания чего-то, а просто фоном. И вы увидите, как легко исполнять желание. Ну что, тельцы? Тельцы, я могу вам сказать, что вам нужна пауза и вам нужно терпение. Вам надо сейчас подождать и посмотреть, что будет и как будут развиваться события. И, скорее всего, вот в данный момент времени лучше ничего не предпринимать. Потому что могу сказать, что если будете пытаться давить на ситуацию, то еще больше можете усугубить то, что происходит. И по этой карте в ближайшие 7 недель желание не исполнится. А вот потом ваши действия могут исполнить ваше желание. Девы, смотрим. Старайтесь не разрушать свои принципы подхода к желанию, к желаниям, к людям, к вашему окружению, к тому, что с вами происходит. По той простой причине, что иногда получается, что если мы меняем свои традиции, меняем верность тому, во что мы верим,
оно и вызывает неисполнение желаний и ухудшение ситуации. Еще, вот тут я могу сказать, что ваше желание может исполниться, но только тут оно может исполниться быстрее, если вы будете работать над ним или в тандеме, или в команде. В одиночку вряд ли вы сможете исполнить ваше желание. Козероги. Могу сказать, что на данный момент времени ваше желание не исполнится по той простой причине, что слишком много негативных эмоций связано с этим желанием. С этим желанием почему-то связаны и боль, и разочарование. И скажите спасибо, что оно просто не исполнится. Подумайте, что-то вы загадали, что идет не на благо вам и не экологично. Поэтому поменяйте формулировку и, конечно же, помните, что принося кому-то боль, мы не можем быть счастливыми. Эта боль вернется к нам. Вот такой у меня получился расклад на февраль, моя дорогая стихия Земли. Желаю вам исполнения всех ваших желаний. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк, пальчик вверх. Это ваша благодарность. И, конечно же, это, можно сказать, плата за мой труд. Ведь это все сделано для вас. Ну и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока!